Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня у нас урок по этому медальону. Покажу, как задекорировать кружевом, конечно, как приклеить большой страз на филигрань, чтобы все смотрелось красиво. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Как обрабатывать медальон, обтягивать бархатом, прикрепить кисточку, я рассказывала в предыдущем видео. Ссылку оставлю, поэтому останавливаться на этом не буду. Декорировать медальон я буду вот таким нежным кружевом. Оно у меня 5 сантиметров шириной и как раз мне подходит. Я буду вот так наполовину декорировать медальон, и вот эту сеточку сверху обрезать не буду. Я ее полностью заправлю вот таким образом. Все будет заправлено. Поэтому я вымеряю, сколько мне надо кружева. Так, сейчас. Вот, чтобы у меня здесь полностью все перекрывало. Здесь у меня будет брошка, ничего видно не будет. Можно вот так вплотную кружево и прикрепляю. Примерно, чтобы знать, сначала вот регулирую здесь центр. Да, примерно вот так у меня все получается. Лишнее я подрежу. Подрезаем кружево очень аккуратно, чтобы мы могли использовать его дальше. Я иногда в магазинах смотрю, как режут дорогие ткани, и прямо чуть ли не хочется плакать. Ножницами так жинк, и никто не думает о том, что как бы это потом нельзя будет использовать. Ну, примерно вот так у меня будет. Наверное, еще чуть-чуть вот так наверх. Да. И приклеивать кружево я буду универсальным клеем. По бокам буду подклеивать горячим клеем. Вот я придерживаю. Здесь надо очень аккуратно. И клей буду наносить. Так удобнее будет. Вот именно на рисунок. Чтобы у меня все было очень-очень аккуратно. Здесь будет все закреплено по бокам, поэтому много клея тут даже и не надо. И вот так вот устанавливаю свое кружево. Очень-очень аккуратно, чтобы все у меня было ровненько. И даю немного закрепиться. Вот здесь боковинки я просто чуть-чуть клеем. Оно практически клей у меня уже уходит на другую сторону. Вот, видите, получается по самому краю. Там у нас будет лента, поэтому ничего видно не будет. Вот по самому-самому краю. Все у нас приклеится. И будет все аккуратно. И никакой толщины не будет. Это мы потом все подрежем, если надо будет. И с этой стороны. Так, по самому-самому краю. И вы видите, как аккуратно у нас получается. Давно у нас не было кружева. Вот сегодня мне захотелось немного разнообразить комплект. У меня будет очень много медальонов в этом году. Буду все показывать. И вот так все выравниваю. Теперь нам надо склеить две половинки. Я примеряю. Так, пальчиками все вот так смотрю, все ли у меня ровно. Верхнюю часть убираю и наношу клей. Если у вас не получится с первого раза все подклеить, не волнуемся.
Все вымеряем и придерживаем, даем закрепиться. Теперь, когда у нас подклеились половинки, проверяем, если где-то вылез клей. Если это так, вот так аккуратненько берем и все убираем, чтобы он нам не мешал. Теперь я буду обрабатывать боковинки. В данном случае я взяла вот такую жесткую ленту и буду подклеивать. И первую ленту буду подклеивать вот сюда под кисточкой. Наношу клей, распределяю и подсовываю под кисточку. Так, вот туда, под филигрань. И даю закрепиться. Придерживаю, пока закрепляется, и отрезаю лишнее. Беру чуть больше, чтобы это у меня ушло под колпачок. Отодвигаю ленту, наношу клей. Лента жесткая, поэтому надо ее придерживать. Распределяю и подклеиваю боковинки. Здесь можно подклеить горячим клеем, чтобы быстрее все прилипло, приклеилось. Там у нас будет все под колпачком. И даем закрепиться. И также поступаем со второй стороны. Наношу клей, распределяю, подсовываю вот сюда, придерживаю. Подрезаю лишнее. Здесь главное не отрезать кисточку. Отодвигаю ленту. Так, надо почистить. Где же моя бумажка? Снова отодвигаю ленту. Распределяю клей. И подклеиваю боковинку. И наверху можно горячим клеем. И, конечно, даем закрепиться. И теперь нам надо подклеить верхушку. Верхушку мы подклеиваем ровно горизонтально. Я наношу достаточно много клея, но при этом надо очень аккуратно это делать. И подклеиваю, опускаю вниз верхушку. Прижимаю и даю закрепиться. И пока у нас здесь все подсыхает, подклеим низ. Сначала подклеиваем вот эти две боковинки. Наносим клей. Я подлезаю носиком прямо туда. На одну сторону. И на вторую. Сразу не подклеиваю, даю немного клею как бы загустеть. И подклеиваю. Чтобы все это дело у меня быстрее пошло, я беру иголочку и подкалываю с одной стороны и с другой стороны. И даю закрепиться. Теперь пинцетом вот так придаю форму с одной стороны и с другой стороны. И тоже подклеиваю. Аккуратненько подлезаю. Вот я нанесла с одной стороны клей. Так, пока придерживаю вот эти стороны. И наношу клей с другой стороны. Очень удобно бутылочкой туда подлезать. Нанесла клей. Немного подожду, сразу не подклеиваю. И теперь могу прижать. И заколоть иголочками.
Иголочки я закалываю вот в эти маленькие отверстия, чтобы создать сопротивление, как бы вот так напротив. И все аккуратно подклеится. Для обработки верхушки буду использовать цепочку 2,5 мм. И вот вымеряю, сколько мне по длине нужно. Вот столечко. И отрезаю 3 таких отрезка. Так, тут мне уже не хватает. Беру другую цепочку. Второй и третий. Наношу клей на верхушку. Так распределяю по всей верхушке, чтобы у меня все подклеилось. И соединять я буду цепочки на передней части. Одну цепочку, вторую и третью. Следим за тем, чтобы все звенья у нас смотрели вверх. И вот так аккуратно все украшаем. Так, еще немножко клея мне тут понадобится. И надо соединить все края вместе. Подтягиваем все края. И последние звенья вот так вот я хватаю. И все выравниваем. Верхушку я буду обрабатывать круглыми стразами. Это у меня 16 номер. Наношу клей. Не забываем про вот эту внешнюю цепочку. На нее тоже надо нанести клей. И укладываю стразы по диаметру верхушки. Получается очень чисто и аккуратно. И вот эти пустые места здесь тоже заполняем. Все поправляем и даем застыть. Боковинки я буду декорировать цепочкой 2 мм. Наношу клей. И теперь аккуратно укладываю цепочку. Один край. И второй. Здесь надо очень аккуратно, чтобы цепочка не соскользнула и не испачкала нам ничего. Все поправляем. И даем закрепиться. И когда у нас закрепилось, раздвигаем цепочку в стороны, наносим клей и подклеиваем обе цепочки. И все пальчиком поправляем. Здесь мы вымеряем, сколько цепочки нам надо. Лишнее мы отрезаем. И подклеиваем. И также поступаем со второй стороны.
Все выравниваем. И теперь мы задекорируем вот эту внешнюю часть медальоном. Мы берем эту же цепочку 2 миллиметра и клеим ее под таким небольшим углом, чтобы с этой стороны у нас она блестела. Я наношу клей вот здесь чуть-чуть вот так, как бы я наношу и на ткань, и на цепочку. И подклею один край цепочки. Вот, вы видите, что цепочка смотрит на внешнюю сторону, на лицевую. И даем закрепиться. Теперь, когда у нас закрепилось, придерживаем пальчиком и подклеиваем остальную часть. И аккуратненько укладываю. Я укладываю, а затем пододвигаю, чтобы клей как бы все склеил. Так, придерживаем. Так, сейчас сначала измерю, сколько мне надо. Лишнее отрезаю. И продолжаю подклеивать. Все края цепочек обязательно все подклеить между собой, чтобы ничего у нас в воздухе не висело. И также обрабатываем вторую часть. И пока у меня все подклеивается, я задекорирую низ. Я уже показывала, как эту филигрань декорировать на юле. Использую вот такие стразы с плоским дном 5 на 9 миллиметров. Приклеиваю острием вот к цепочке. Делаю как бы такой листик. Очень красиво смотрится. Как только я раньше не додумалась так украшать. Это просто очень оригинально. И вот вы видите, что получается. Также украшу сейчас боковинки. И вот что получается. Бантик я сшила на шаблоне 8 сантиметров. И использовала ленту 1,5 сантиметра. Нашла вот такую филигрань. Она у меня по размеру получается 43 миллиметра на 30 миллиметров. Вот такой большой страз. И буду его приклеивать. Приклеивать, так как он у меня такой вот неровный, и если я его в таком положении буду приклеивать, то он как бы будет вот так по сторонам торчать. Поэтому, извините, поэтому вот здесь середину мне надо вырезать. Я беру ножницы, если у кого есть кусачки, хорошо, у меня под рукой их сейчас не оказалось, и вот эту середину я отрезаю. Вот таким образом. Я примерила камень и поняла, что с нижней стороны мне надо подрезать еще чуть-чуть и даже, возможно, вот тут сверху, чтобы он у меня полностью как бы сел и уже никуда не делся. Вот таким образом я тут все подрезаю аккуратно. Конечно, лучше это делать щипчиками. Вот. И теперь вот он у меня очень хорошо сядет. Пистолет у меня нагрелся. Приклеиваю бантик.
и даю закрепиться. Теперь я примеряю свою филигрань, страз, и у меня все идеально садится. Чтобы мне было удобнее сейчас пришивать, потому что здесь вот все отрезано, я нанесу немного клея вот сюда, чтобы просто закрепить. И прижму, дам закрепиться. И теперь я подлезаю иголочкой и где можно все пришиваю. Там как-то девушка на канале спросила, нужно ли пришивать филигрань. Другая девушка ответила, что Наталья пришивает все. Да, действительно, я практически все пришиваю, стараюсь это делать, чтобы случайно где-то что-то не отвалилось. Тут очень трудно подлезть, конечно, но обязательно надо закрепить. Вот вы видите, у меня иголочка, извините, выходит не там, где мне надо. Вот, закрепила. По возможности обязательно все закрепляем. Вот сейчас выйду вот здесь. И за вот эти, что у меня тут осталось, я аккуратненько все пришью. Так, наверное, вот так иголочку вытащу сначала. И все обязательно закрепляем. Вот этот кусочек мне надо пришить. Не всегда удобно, но все это можно зацепить. Все как-то, конечно, на это уходит время. Ручная работа — это вообще долгий труд. И, наверное, вот многие рукодельницы только знают, как это, сколько это времени занимает, чтобы это было чисто и аккуратно. Так, и снова вот сюда куда-то. Стараюсь зацепить бархат, чтобы все у меня держалось. И вот такими мелкими стежками подшиваю. Теперь я приклею вот этот большой страз, нанесу клей на края филиграни. И, конечно, вот на нижнюю часть большой стразины. И устанавливаю камень. Конечно, надо дать ему закрепиться. И пока у меня тут все закрепляется, я хочу задекорировать вот эти мелкие точечки стразами. Отсыпала себе мелких страз и буду сейчас их приклеивать. Я беру аппликатор, чтобы мне было удобнее наносить клей. И вот эти маленькие такие точечки наношу клей и подклеиваю стразы. Стараюсь выбирать стразы одного размера. Тут они у меня немножко микс, но все же. И продолжаю работу. И я подклеила мелкие стразы, очень красиво смотрится. Думала еще украсить кружево, но получается перебор. Поэтому я решила просто вот одну вытянутую стразу сюда добавить и наверх, чтобы вытянуть именно саму филигрань. Поэтому я беру клей. Уже примеряла и так, и так, и так. Прежде чем как бы я вам показываю, у меня тут идет примерка 20 тысяч раз, пока меня устраивает результат. Так, укладываю вот здесь. И я уже примеряла наверх. Тоже очень красиво смотрится. Так вытягивает немного филигрань. В декоре с кружевом очень важно не сделать перебор, потому что хочется, конечно, все самое лучшее добавить, все в одном изделии, но иногда перебор этот не очень смотрится. И вот что у меня получилось. Мне остается подрезать бантик
конечно же, все обработать огнем с одной стороны и с другой стороны. И мой медальон готов. У меня тут собирается коллекция медальонов в золотом цвете. Вот такой интересный медальон. Показывала урок в в закрытой группе. Это был заказ, поэтому вот так сделала. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. У меня здесь еще несколько медальонов подготовленных. Обязательно покажу еще один интересный вариант декора. Творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока.